Всем привет! Мы в Дубае. Меня зовут Слава. И сегодня мы с вами поговорим о пляжах этого замечательного города. По долгу службы мы много путешествуем с семьей, живем во многих странах. И поэтому в моих видео я не говорю в общем, не лью воду, а подаю информацию только со стороны опытного резидента. Итак, мы с вами рассмотрим, так ли хороши местные пляжи, как их описывают в путеводителях, на примере 3 пляжей. Первый пляж – это всем известный Жибиар. Мы здесь живем, поэтому о нем не сказать я вам не могу. Второй пляж – это, скажем так, дикий пляж в центре города. И третий пляж – это довольно-таки молодой и очень развивающийся пляж Вест-Бич на Пальме. Итак, если вам интересно, поехали! Дубай, как и основная часть страны, омывается водами Персидского залива. Его побережье протяженностью всего 72 километра, что, естественно, немного. Поэтому Эмирати, а именно так называют местных жителей, пытаются увеличить береговую линию различными способами. Один из вариантов – это сооружение пальмовых островов, ведь только одна известная всем пальма Джумейра увеличивает береговую линию на целых 52 километра. Наш с вами обзор мы начнем именно с пляжа, расположенного на пальме Джумейра, пляж Вест-Бич. Это довольно молодой пляж, о чем свидетельствует пока еще недостроенная отельная береговая линия. Это хорошее место, чтобы провести время у воды, вкусно покушать в атмосферных кафе. Здесь много заведений pet-friendly. Здесь будет хорошо как днем, так и вечером. Много всевозможных бич-баров с инфинити-бассейнами и всего остального. Что касается самого пляжа. На мой взгляд, это не самое лучшее место для купания. Песок жестковат, вся береговая территория – это частная собственность. Водное пространство мало и все отделено буйками. Обосновано это близостью марины и количеством проплывающих яхт. Если все же вы хотите искупаться, нужно брать абонемент или делать минимальный заказ в ближайшем кафе. Мою дочь очень радует большое количество ракушек, расположенных на пляже. Что касается паркинга, это крытая парковка с указателями прямо на въезде. Первые 6 часов это бесплатно, а дальше идет 5 дирхам за каждый час. Второй пляж, который мы с вами рассмотрим сегодня, это Секрет пляж. Это любимое место нашей семьи. Он очень удобно расположен между Мадинатом Джумейра и Пальмой. К нему удобный съезд трассы без замысловатых развязок, как здесь любят. Этот пляж местные называют по-своему диким пляжем. Из-за отсутствия зонтиков, шезлонгов, здесь нет ни кафе, ни магазинов, что особенно радует родителей с детьми. Как по мне, это хороший семейный пляж. Ну и молодежи, любящей пляжный спорт, здесь тоже очень много. Итак, что мы здесь имеем? Огромная, открытая, бесплатная парковка. Да, придется немного потрястись, пока вы доедете до самого пляжа. Но, как по мне, это лучшее наличие цемента и асфальта. Сам пляж также бесплатный. Также очень радует количество спасателей, постоянно патрулирующих берег и действительно заботящихся о вашей безопасности. Пляж соседствует с резиденцией шейха, о чем свидетельствует нахождение огромных яхт неподалеку. Также этот пляж был разрешен для кемпинга. Над пляжем с завидной частотой летают вертолетики. Здесь можно запускать змеев, чаек. Здесь всегда много деток, так что если вы детишная семья, вашим малышам всегда найдется здесь компашка. Песочек здесь, конечно, не супер мягкий, он даже, знаете, такой пылькой остается на ножках, но это абсолютно не портит впечатление от пляжа.
Третий пляж, который мы с вами сегодня рассмотрим, это Джумерия Бич Резиденс. Это довольно популярное место у русскоязычного населения. Это целый жилой район, соседствующий с мариной. Также здесь располагается множество отелей, как на городских, так и на первой береговой линии. Все пляжи города можно условно разделить на три категории. Бесплатные пляжи, общественные парки-пляжи и отельные пляжи или бич-бары. Пляж Жибер можно отнести, наверное, ко всем этим категориям, поэтому мы рассмотрим каждую отдельно, конкретно поближе. Начнем с отельных пляжей. Если вы остановились в отеле на первой линии, то вам представляется прямой выход к морю. Здесь нет четко ограниченных территорий пляжа, но охрана отеля старается создавать комфортные условия для вашего отдыха. То есть любой человек может искупаться в море напротив вашего отеля, но, например, там расстелить полотенечко, лечь и загорать напротив отеля человек извне не может. У каждой страны всегда есть свои нюансы и тонкости. Например, в Эмиратах это тот факт, что на территории отеля постоянно отдыхающих больше, чем самих постояльцев. Это обосновано тем, что в стране отсутствует система all-inclusive, и основная часть отелей городская, то есть механизм работы немного отличается, чем, например, в Турции и в Египте. Здесь отели предоставляют опции пользования ресторанами, бассейнами, барами, даже для тех, кто не является гостем этого отеля. Как этим можно воспользоваться? Например, вы живете в городском отеле, у вас нет собственного пляжа, либо, как мы, вы живете в квартире, и купаться вы можете только на общественном пляже. Поэтому вы можете использовать территорию отеля, вот как у нас в данном случае. У нас есть отель напротив. Мы можем проходить через его территорию, доходить до береговой линии и после этого уже переходить на паблик-пляж. Теперь рассмотрим бесплатный пляж Жибер. Как вы знаете, Дубай называют большой стройкой, и в относительно достроенном данном районе все же недостроенных объектов хватает. Так вот, вход на бесплатный пляж проходит именно возле строительства, что сказывается на качестве отдыха. Эта часть пляжа тоже бесплатная, вы можете отойти немного дальше как влево, так и вправо, но помните, что где начинается территория отеля, лежать, загорать, оставлять вещи на песке вам не разрешат. На протяжении всего пляжа хороший мягкий песочек, очень даже комфортно прям полежать на нем. Сезон в Эмиратах официально с сентября по май, связано это с аномальной жарой в летние месяцы. Ну и на протяжении всего года я очень рекомендую вам беречь свою и детскую нежную кожу. Здесь близко к экватору и солнышко беспощадно. Поэтому если у вас есть возможность приобрести хотя бы для ребенка защитный костюм, поверьте, это будет одним из залогов вашего хорошего отдыха. Следующая часть – это так называемый парк-пляж Жибер. Это довольно людное место со всеми условиями для отдыха. Здесь есть променад с магазинчиками и кафешками, развлечения для детей и взрослых, начиная с утра до поздней ночи. Здесь очень много спорт-активностей, как экстремальных, так и детских, причем от лайтовых до суперсовременных приспособлений. Раздевалки, комнаты для молитв, туалеты – это все бесплатно. В последних даже можно набрать питьевой водички. Бесплатно полежать здесь можно на травке, на песочке. Полежать тельце на шезлонге стоит 110 дирхам. Обмыть свое тельце в душе стоит 5 дирхам за 2 минуты. И что касается парковочки, есть несколько вариантов. Я вам сейчас их подробнее покажу. Я надеюсь, что это видео было вам полезным. Если вы узнали что-то новое или вам понравилось, ставьте лайки. Если вы знаете что-то еще, что я не рассказала об этом пляже, пишите обязательно в комментариях, это будет полезно всем. И помните, что самый лучший пляж – это тот, где находитесь вы. Пока-пока!